Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Давайте смотреть Таро-прогноз на следующую неделю с 1 по 7 июня. Уже лето началось, в смысле начинается. Может, кто-то смотрит на неделю уже, да, и лето началось. Вот. Я как будто бы уже говорю, что я уже летом. Расклад, конечно, делаю немножечко на неделю заранее, но все равно как будто уже летом. Так, разговариваю с вами и тасую вот эти вот старшие арканы, который один будет отвечать за общий энергетический фон следующей недели. Неделя с 1 по 7 июня. Вот этот. К нему потянулась рука и энергетика. Так. Послание стихий. Одну карту достаем. Что стихия расскажет. Неделя с 1 по 7 июня. С 1 по 7 июня. И гексаграмма «Книга перемен». Почитаем ее в конце расклада. И сравним, как всегда, да, что карты говорили и что она расскажет о следующей неделе. О, какие красивые цветы. Такая гексаграмма. Так, давайте с общего фона, да, как всегда начинаем. О, нулевой аркан. Был уже, но это значит, что что-то новенькое будет идти в вашу жизнь. Уже со следующей недели, уже с 1 числа. Уже с 1 числа. Это нулевой аркан, аркан защищенности, открытости. Вроде бы открыт, но и в то же время защищен. Общий энергетический фон интересный. Смотрите, можно так сказать, что первая неделя июня, она как будто бы сбивает с нас весеннюю застойную пыль, образно говоря. Потому что 0, да, вроде бы как все, что было, то ушло, все. Вот новенькое что-то рождаться будет. Вот это вот первая неделя с самого 1 числа. Действительно, как будто бы вот какую-то застойную пыль сбивает. Энергетика недели — это мощный фильтр здесь. Мощный фильтр. Что бы там ни было дальше, да, вот все лето или целую неделю, вы будете с 1 числа вот такой вот аркан, вы будете под защитой. Защитой сил, защитой своих же собственных мнений, потому что ваше мнение, вот здесь очень это чувствуется, ваше мнение, оно будет весомо. Даже если кто-то вас не слышал как будто бы, но оно больше будет не для кого-то, а для вас. Вот что вы себе запрограммируете в себе, да, или для себя с 1 числа, то потихонечку и будет открываться. Вот просто 1 числа, 2 числа, вообще вот всю неделю можете, это аркан недели, можете действительно что-то планировать, писать. Просто вот первое, хочу вот это, хочу то, надо доделать это. Вот такой вот напишите себе. Маленький списочек, можете побольше, да, но это будет под контролем энергий. Вы как будто вот вносите, просите, и высшие силы дают вам, ух ты, оборот какой. Вот так тут идет. Энергетика недели действительно мощный фильтр. Многое будет очищаться, многое будет меняться. Происходит какая-то переоценка ценностей, на 0 сброшена, да? Переоценка ценностей. У многих из вас может возникать ощущение на следующей неделе, что старые методы больше не работают. Может по работе, может вообще в понимании даже какой-то ситуации. Поэтому вообще вот оглянитесь вокруг, да? Что вы чувствуете, что вы видите? И вот здесь реально какая-то переоценка будет происходить в вашу пользу. Вы недаром здесь на раскладе, реально. Ощущение будет, как действительно вот что-то не работает. А новые, может быть, так как 0,
еще не проявились в полной такой вот силе. Это время осознанного выбора. Вот эта неделя — это время осознанного выбора. Не бойтесь этого. Знаете, вот как он в этом кругляшочке, да? Не бойтесь этого вакуума. Именно в нем рождается ваша новая сила. Вот так вот. Это очень сильный аркан именно для недели вот начала лета, да, с 1 числа. Такая вот неделя. Ну давайте дальше смотреть. Так что вот всего, что там будет происходить, не бойтесь. Именно вот в эту неделю вы почувствуете многое. Вы действительно вот как ёкнет где-то, или настроение поменяется, или дела действительно где-то затормозятся, где-то пойдут быстро, но вы разберетесь. И да, помните, эта неделя — это неделя перерождения. Рождается ваша новая сила. Сила. Что бы там ни делало, не знаю, там общество вокруг вас, да, или люди рядом, которые просто вот родные, допустим, или еще что-то, вы в своем энергетическом шаре. Вы с этого расклада реально берете эту защиту. Вы не зря здесь. Реально не зря. Какая карта вышла. Так, давайте смотреть. Жезловые, да? Стопочка жезлов. И это будут планы, реализация, как всегда, действия, поездки, встречи. Что тут скажут карты? Что тут скажут карты? Вот это. Ага. Жезлы, семерочка. Семерочка. Здесь грань такой какой-то вот открытости и закрытости. Да, на следующей неделе есть такое, что можно посмотреть, куда однозначно стоит пойти, поехать, куда ходить не надо, с кем общаться, с кем не общаться. Во-первых, вы это вот сами как бы это прочувствуете в любой день, но подсказочка, да, есть здесь, подсказочка есть. Смотрите. Ну, во-первых, идите туда, где не страшно. Это всегда так понятно. Но почему-то здесь вот именно хочется сказать, идите туда, где страшно. Но очень хочется. Вот такое изменение. Вот не ходите, где страшно, естественно. Там поздно ночью куда-то, что-то. Ну, страшно, не надо туда ходить. Но если чего-то хочется и как-то страшновато, ну, я думаю, вы поняли, о чем речь, да, здесь? Если хочется, но страшновато, с каким-то человеком заново встретиться, с какими-то людьми поговорить по поводу каких-то своих планов. Если хочется, ну страшновато, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг там то, сё, 5-е, 10-е. Идите. Где страшно и не хочется, не надо. Ну такое вот. А ну, колоду беру. Вот эту вот. Вот, а где хочется и страшновато, но чувствуешь, ну а вдруг? Да. Однозначно стоит пойти. Вот, для того, чтобы выйти на какой-то свет из полной пустоты, либо одиночества, либо непонимания. Вы в эту неделю действительно делаете первые шаги к каким-то нормальным связям, к каким-то нормальным походам, поездкам. Есть такое. Рискни, можно сказать, да. По этим картам можно сказать, рискни, потому что хватит уже сидеть и ждать чего-то, где там все идет, все, не знаю, происходит, тучи развеиваются, а ты сидишь и как бы боишься, да. Реально, если понимаешь, не надо туда идти, но это понятно. Тут уже и без карт вы понимаете. Если, а вдруг плохо, а вдруг там что-то не так будет, а может быть мне лучше вот это сделать. Рискуйте, и вы выиграете. Вы как будто действительно включите свет звездочек на новые интересные возможности. Так, неделя. Неделя идеальна для ближних поездок,
по работе, по учебе, открываются новые двери, посещайте какие-то места интересные, где собираются профессионалы вашего дела, вот, но и родственники, вот, родные люди, где очень хочется побывать, но не в том месте, да, которое тебя тянет, а именно с этими людьми. Вот если вам кажется, что «Ой, я давно не общалась, вот так хочется обнять», вот, поговорите, позвоните, съездите, пригласите в гости. Но посещение мест, которые давно-давно-давно хотели посетить, скорее всего, не в эту неделю. В эту неделю больше как начало чего-то, как колесо закручивается, как набирает обороты. Потом вы посетите все и столько всего получите. Эта неделя как будто раскачка. Но с теми людьми, именно с которыми хотите побывать, пообщаться, по телефону, еще раз повторюсь, да, хотя бы, да, это ваша неделя. Здесь многое, что прочувствуете, тепло какое-то. Где-то, может быть, выясните и, не знаю, закончите какой-то конфликт, если он есть. Вот как раз неделя, да, для этого. Там, где сердечко будет радоваться, вот там это ваше. Верховная жрица, ну, по ней можно сказать, сейчас еще одну карту достану, избегайте мест, но по Верховной из прошлого. Не возвращайтесь к бывшим, если по работе, работодателям, просто хотя бы даже поговорить не надо. Не ходите на встречи, которые вам в тягость. Если интуиция говорит остаться дома, оставайтесь, вы сбережете ресурс. Вот реально, по Верховной Жрице нужно прислушиваться к интуиции. Где-то интуиция просто хочется, но как-то страшновато. Вот там интуиция хочется. А вот когда не-не-не-не-не, я чувствую, не надо, все. Берегите свой ресурс, берегите свои нервы, оставайтесь дома. Ну вот как-то так. Вот, сейчас еще одну карту. По работе. Ну, по работе много, да, вопросов будете решать, кстати. Работу чувствую еще с самого начала. Работа, учеба у кого-то проблемная ситуация по поводу финансов. Сейчас будем смотреть. Да, она тоже присутствует. Энергия есть такая. Вот. Но из прошлого избегайте эти места. Там, где не очень хорошо было. Тоже посмотрим и по личным отношениям, и энергиям, да. Эмоции. Кубковая стопочка. Может быть, даже не надо... Хотя что скажут. Но здесь вижу, не надо даже звонить людям, с которыми поругались. Хотя если они сами придут, да, можно будет наладить контакт и все такое. Если ты сам чувствуешь, что ты где-то ошибся, тогда ты можешь вернуться и разобраться с чем-то. Но там, где в тягость, закрываешься. Видите, вот тут двойственность просто идет. Поэтому я и так говорю. Но больше вы поняли, где вот эта весомость, да, где эти весы. Что куда перетягивает. Потому что тут реально по семерке жезлов, хоть и семерочка, 7 штук, но есть двойственность. Открытая местность и закрытая с этими жезлами. Но семерка жезлов — это всегда ваша подсказка, это всегда ваша помощь и укрепление. Вот. Кстати, будьте внимательны к погоде. Перемена погоды, перемена энергии, да, может быть такая, что немножко будет головокружение, так что будьте аккуратны. Так, дальше. Это карта, то есть это стопочка пентаклей. Смотрим. Ага, вот она двойственность немножко, но и в то же время что-то наверх, что-то остается еще на потом. Но сила есть, раскачка.
Раскачка. Знаете, такое впечатление, что вот здесь вот вроде бы как качели, да, но вот этот орех, это как жесткий баланс и проверка на зрелость. Именно в финансах следующей недели. Неделя требует трезвого расчета. Никаких эмоциональных покупок в стиле «мне нужно поднять настроение». Да, как-то так. Потому что поднимете настроение, поймете, что где-то потеряли, либо где-то упустили. Вот так. Раскачка идет. Есть тоже вот как, да, туда-сюда предостережение. И в денежках тоже. Поэтому тоже есть грань. Если оно надо, действительно надо, потому что настроение уже, ну все, ну сделайте себе такое маленькое исключение, да, но все-таки будьте внимательны. Но вот такая неделя. Не часто так карты показывают, не часто. С 1 по 7, видимо, такая вот неделя. Так что если какие-то эмоциональные покупки будут, поднять настроение, либо там, ой, безделушку возьму, там, для чего-то, да, вот, раздам, не знаю, что-то еще как-то вот эмоционально нестабильное, да, у вас будет по поводу денег. Просто делайте вот замочек, ключ-замочек, ключ-замочек. Нет, не сейчас, через несколько дней. Может, в конце недели, да, можно будет расслабиться, уже ближе к 7 числу, либо уже на следующую неделю там перескок будет, и будем смотреть, что дальше карты будут рассказывать. Ну, как-то так. Так, беру колоду. Но неделя реально требует трезвого расчета. Помни, что где-то поднимешься, где-то можешь упустить, что-то может упасть. Даже может быть в чьи-то руки. Кстати, здесь по этой карте, да, будьте внимательны по поводу работы, чтобы кто-то вас не опередил. Либо кому-то вы расскажете, и тот возьмет себе. Вот здесь тоже будьте аккуратны. Вот такая раскачка на лучшее, но есть предупреждение. Чтобы не упустить свое лучшее, которое тебе судьбой вот несется, да, приготовлено. Есть и подсказочки, это прекрасно. Не каждый сможет получить свое счастье, свою удачу, денежное благополучие. Вот вы здесь, значит, у вас открыт этот путь. Как я всегда говорю, да, 8 миллиардов или сколько там миллиардов человек на Земле, ну вот вы здесь, вы получаете эту удачу. Так, что по поводу вот вдавать ли в долг, да? Ну, высшие силы здесь нет. Высшие силы на твоей стороне, они тебе уже здесь кричат, трубят, да, не надо. Нет, категорически нет. С 1 по 7 июня деньги, отданные в долг, заберут у вас финансовую удачу, а высшие силы хотят вам ее дать. И вряд ли вернутся вовремя назад, если вы будете отдавать деньги в долг или там что-то такое. Если кому-то подарить, кстати, давайте посмотрим по поводу подарить. Ну, королева мечей — это в ваших руках. И больше все-таки мечевая королева. Так что вы можете еще попереживать немножко даже из-за подарка, поэтому подождите до выходных, все-таки ближе к 7. Если нужно будет и раньше, ну тогда подарок дарю, хорошего желаю, но свое не отдам. Ну что-то типа этого скажите. Все-таки высшие силы, они сейчас на вашей стороне, чтобы у вас эти денежки были в руках и вы их не упустили. Так что да, в долг нет категорически, потому что реально заберут финансовую удачу, которая только начинает раскручиваться с нуля. Ну, по энергиям, не у вас, то, что у вас в кошельке, а по энергиям. Вот, и, кстати, если кто смотрит до 1 числа, да, вот 31 вы смотрите, то именно сегодня
на ночь, на 1 число положите круглую сумму денежек, как я часто говорила, там, где вашей энергии много. Либо в шкаф с вашими вещами, под вещи, чтобы никто не видел, либо там, где вы спите, под подушку, в тумбочку, вот круглую сумму. И пусть она за ночь просто реально начинает расти и приумножаться. Любыми словами можете сказать себе, что хотите пожелать, да, на эту стопочку или просто купюру. Вот. Но это будет вам на пользу. Это будет выгодно. По поводу крупных трат, здесь тоже как бы ночевая королева. Ну, все по фортуне. А фортуна тут еще и высшей силы, то есть фортуна, да. Король пентаклей выходит. Денежки в руках держит. Держит в руках. Королева жезлов — это огонь. Знаете, да, можно и крупные траты делать, но только если они действительно не сделают вам дыру в бюджете и действительно нужны. Вот пришло время, что там, да, надо вот это вот на этой неделе приобрести. Значит, да. Значит, да. У вас в руках как бы и по судьбе, и высшие силы тоже здесь выходят. Но есть такое, как бы, да, двойственность вышла, что все-таки взвешиваете, что да, а что нет. Но до выходных, если подождете, 100% там все нормализуется, все нормально будет. В течение недели, да, будьте внимательны. В общем, бюджет свой не потеряйте. Что еще? Здесь король жезлов. Вот какие-то, кстати, подарки и вам. Угу. Сейчас. Так, подарки вам будут. Вы как выходите, видите, как выходите наконец-то на свой нормальный денежный путь, но все-таки будь внимателен и бери только то, что тебе действительно вот нужно. Что бы там ни было, но оно тебе нужно, ты это несешь. Денежки. Денежки внизу, видите, жучок в руках, да? Как-то так. Что я еще хочу здесь сказать? Я действительно вижу дыру в бюджете. Я реально вижу ее. И по тем картам, хоть и карты такие сильные вышли, сильные, но с общего фона, да, ты реально должен что-то стряхнуть и свое наконец-то ухватить, чтобы никто не утащил. Поэтому дыру в бюджете я вижу, что вы можете ее сделать нечаянно. Будьте аккуратны по поводу финансов. Да. Потери могут быть. Туз мечей, могут быть потери. Но если вы потеряете нечаянно деньги, ничего, они вернутся. Потери больше будут, если кто-то будет из рук забирать. То, что потеряется нечаянно, это вернется к вам. Ничего страшного, не переживайте. Вот, взвешивайте все за и против, и вы будете под защитой Вселенной, за 4, видите, 4 жезла, это 4 стены защиты и новые пути на горизонте. Почему я тут не могу открыть? У кого сейчас, я очень чувствую, реально чувствую этот расклад сегодня, и как будто вы со мной разговариваете. У кого сейчас реально с 1 по 7 есть либо какой-то заказ, уже идет вроде бы, да, либо вы запланировали какой-то взнос какой-то суммы в какое-то предприятие, не знаю, в какие-то билеты, либо подписание документов и покупка по документам именно. Если, смотрите, вот здесь ангелы как за и против, да, но здесь есть защита, ты все равно справишься, реально справишься. Справишься, да. Но что меня останавливает?
Не могу понять, открыть. Большая карта, а здесь как будто ты что-то упускаешь. Ну, давайте так. Если у вас действительно что-то запланировано по поводу финансов, ну, по поводу всего чего угодно, но где финансы участвуют, да, я имела в виду вот это. Вот, вы посоветуйтесь еще с кем-то, но принимайте чисто свое решение. Чисто свое. Вы в выигрыше будете. Не давайте взаймы, не раскидывайтесь по пустякам. Если есть возможность перенести что-то, то ближе к концу недели, допустим, четверг-пятница. Вот это вот нормальные дни будут для каких-то сделок. Если все-таки и раньше скажете, да, там что-то даю, но свое не отдаю. Ну, вы своими словами скажете. Я просто вижу эту дыру почему-то в бюджете. Кто-то хочет у вас что-то забрать. Вам вот идет очень хороший энергетический поток финансовый. И он начинает закладываться уже с 1 числа. Но кто-то лазит и хочет забрать именно сейчас уже. И, по-моему, даже еще в мае это было. Как будто кто-то хочет, чтобы вы что-то вот отдали, выкинули, чтобы от вас что-то утекло. Судьба будет защищать вас и направлять. Ангелы будут с вами. И даже через этот расклад, то, что вы здесь, вы не упустите возможность. Вы уже впитали эту энергию. Вы уже будете, как будто бы, знаете, как тут паспорт или там ключик, да, к новым дорогам у вас. Вот так вот. Да, можете написать в комментариях, чтобы еще ближе к этой энергии быть. Как я часто говорю, оно действительно срабатывает. Потому что вот ваш сундук. Я здесь просто, не знаю, на этих финансах слишком много говорю, потому что я чувствую какой-то подвох от какого-то человека. И он уже делается. Уже еще с мая. Еще с мая кто-то хочет у вас что-то забрать. Либо испортить что-то. Посмотрите, аж на 10 мечей выходит. Возможно, это какой-то мужчина, но не обязательно. Может быть, вы, мужчина, смотрите, вот как будто это вам что-то хотят, да? Девочки мои хорошие, там и королева, вернее, здесь и королева, и королева, короче, мечей выходила, да? Так что здесь сама энергия для мужчин, для женщин, но она вот будь аккуратна, будь аккуратен. Потому что сундук выходил, и это только начало. Но здесь есть, видите, как предупреждение. Ну, пока все. Если что, напишите в комментариях. Есть еще то, что вы можете заглянуть в прошлое немножко, да, и подумать, а кто может мне это сделать? И вы поймете и закроете перед ним дверь и возможность. Вот. Ну и всегда говорить: о, пожалуйста, свое не отдаю, свое идет ко мне в руки. Ну или мое идет ко мне в руки. Вот так вот. Ну давайте дальше. Да, давайте дальше. Кубковая масть. Эмоциональный фон, отношения. Ну, посмотрим, где быть легким, а где держать дистанцию. Вот эта карта. О, тут праздники. У кого-то будет праздник какой-то с 1 по 7. Может быть, готовитесь к какому-то празднику, который будет после 7. Ну, какие-то дни, как празднуете. Может, в выходные где-то с кем-то посидите. Может быть, действительно просто настроение будет вот такое заводное. Ну, это хорошо. Это тоже как бы начало лета, начало чего-то интересного, рождения ребенка, рождение какого-то проекта, рождение какого-то, может быть, семьи новой. Вот у вас будет или у ваших самых близких. Какой-то праздник души, либо реально праздник. Поздравляю, сразу говорю, поздравляю с любым малюсеньким прогрессом в позитиве. Я вас поздравляю. Ну вот такое вот идет, как будто закручивается, чтобы действительно радоваться, да, в этой жизни. Так, ну здесь я вижу по поводу
любимых людей и родственников. Я вижу, ну, давайте эту колоду опять беру, но я вижу здесь, будьте максимально легкими. Максимально легкими. Ой. Так. Ну да, рыцарь кубков, такой вот ручеек. Смотрите, снизьте немножко планку ожиданий от близких. Реально, снизьте планку ожиданий от близких. Если вы чего-то очень сильного ждете, такого, я хочу, чтобы вот тот, или у вас уже там мысли в голове, ага, мне то принесут, подарят, позвонят, либо будут очень-очень-очень радостно реагировать на меня, да, немножко будет по-другому. Немножечко будет по-другому. Поэтому снизьте планку ожиданий от близких, и вы будете радоваться. Если будете от них что-то ждать определенное, а они это не поймут, либо у них будет настроение не такое, либо у них какая-то проблемка, которую они не хотят говорить, но настроение вот сделают такое, и вы будете переживать что-то из-за вас, это зря. Не будет такого. И да, это может одно за другое зацепиться, и вы даже можете оказаться в ругани, ссоре и отчуждении со своими близкими, любимыми людьми. Так что будьте тоже и в этом аккуратны. Видите, как с нуля начинается, но предупреждение везде есть. Хотя праздники неплохие. Но будьте легкими. Действительно, по этой карте. О, как все. Да, снизьте палку, говорю. Планку ожиданий от близких. Не пытайтесь их переделать и не пытайтесь им доказывать, допустим, свою правоту. Не пытайтесь от них ждать чего-то, ну, того, что они не могут дать или просто сейчас не такие. Окружите их теплом, но не растворяйтесь в их проблемах, а они у них есть. И они захотят это сказать, но не будут первыми. Они захотят, чтобы вы вытягивали с них эту проблему. Мол, я тебе не хотел делать плохо, я молчал или молчала, да? Но ты сам расспрашивать стал или там вот лезть в мою душу, что-то такое будет говориться. Так что вам это не надо. Это как предупреждение. Можете сделать праздник, можете рассказать анекдот, можете даже... Кстати, здесь не надо. Но если надо будет... Вот по поводу финансов, но есть загвоздка какая-то, а? Вот все нормально. Но здесь вот вроде бы, чтобы задобрить подарок, а карты говорят нет. Даже безделушку не надо. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Там цветочек или какой-то брелочек, или какой-то там, не знаю, сходить в кафешку посидеть, что-то типа этого, да? А карты говорят, не надо. Не знаю. Мечевая карта опять выходит как «закрой». Закрой. Императрица. Иначе окажешься опять ни с чем. Знаете что? Давайте я так скажу. Как вы решите на следующей неделе, так и поступайте с этими безделушками за деньги и все остальное. Ну, так бывает. Но я скажу то, что я вижу. Нет, и все. Иначе ты опять из императрицы, мужчины, немножко перестраиваете на себя, войдете в зону закрытия. Как будто вот опять что-то не так с финансами, опять что-то не так с общением, отношениями. Я опять вроде бы вокруг все кишит, происходит, ну, должно исправляться. А я вот в этом одиночестве блуждаю, и мне холодно. Вот такое может прийти. Так что да, все-таки я сказала то, что увидела. Вот как бы кто-то будет просить даже, вот как вымогать. Мне так плохо, мне так одиноко, либо ой, дай мне, пожалуйста, вот подсказку, помощь. Ну, подсказку. Подсказку можно дать, но не углубляйтесь. Мне некогда, давай попозже. В конце недели встретимся. Вот как-то так. Вот как-то так. Что еще? Самое главное, да, не растворяйтесь в проблемах
даже своих родных. Все будет хорошо, все будет хорошо, даже лучше, потому что оно само по себе исправится, а не усугубится. Что еще здесь? Любовь, интуиция, либо там взвешивание. Ну, ангел с нами наравне, все такое. Ангел хорошо, что вышел. Мужчина с пентаклями, да, и выход из какой-то сложной ситуации. Если у вас реально есть какая-то ссора, на этой неделе можно помириться, и будет прекрасно. Вот это можно, да, это нужно даже. Если есть возможность даже первому там позвонить, да, либо дождаться. Вдруг вот спонтанно звонок будет. Вот как примирение идет с близким человеком. Но смотрите, по всем этим картам на работе, да, так как еще пентакли вышли, на работе и в общении с малознакомыми людьми, будьте аккуратны. Включайте режим прозрачного стекла, пропускайте чужой негатив мимо себя. Знаете, как будто ты все видишь, ты живешь, ты радуешься где-то там и всех видишь. Но стекло и об стекло, как мухи, да, ударяются и обратно улетают, там, возвращаются к этим людям. Реально, включайте режим прозрачного стекла, чтобы не пропускать чужой негатив к себе и чтобы он уходил, вот, чтобы он мимо вас шел. Если все-таки будет по вот этой карте назревать конфликт, просто разворачивайтесь, еще раз говорю, и уходите. Ваше спокойствие сейчас стоит на самом первом месте и стоит слишком дорого, я вам скажу. Вот даже здесь по поводу финансов, да, и стоит слишком дорого. Ого, сколько у вас всего еще впереди, а как это, рассердитесь, расплачетесь и не сделаете какое-то выгодное, не знаю, действие. Ну, карты подсказали. Вот так. Дальше. Давайте дальше посмотрим. Здесь острые моменты. Мечевая колода, мечевая масть. Так, хочется сказать, ну, есть такое. Предупрежден, значит вооружен, да? Что-то типа этого. Острые моменты. Карты показывают зону риска, видите, со спины. И в то же время по шестерке мечей вы уходите из чего-то тяжелого в хорошее. Вы делаете свой переход, потому что шестерка мечей — это реально. Когда тебе уже надоело, там, где вот вечно что-то такое болезненное, и плохое, и холодное, и грязное, не знаю, что еще тут перечислить. И вы уже все, вы уже с лодочкой, как бы ножки не намочили, но вы уходите. Я хочу, да, я хочу из этого выйти. Но здесь опять же есть предупреждение. Карты показывают зону риска. Это больше всего, так как они сверху, эти мечи, еще и со спины, да, как мысли. Ну, мысли, она девятка была бы, но здесь все равно мысли есть по поводу действий других людей. Это, во-первых, по поводу себя. Не делайте поспешные выводы и убирайте из рациона дня, рациона недели, да, какие-то иллюзии, представления, ну, мечты, там какие-то интересные сюжеты, сказка. Такая, это пусть, это греет душу, да, но иллюзии чего-то, то, что действительно может не получиться и вам больно сделает, вот это убирайте. Просто, по поводу иллюзий, здесь еще, если вы думаете наперед, что может быть между теми людьми, либо у меня, и начинаете нервничать. Вот это и есть иллюзия. Потому что этого может и не быть. А может быть, вы сами своими мыслями их за собой и тащите, эти действия. Так что все, расслабляемся, плечи выпрямили, пошли. Вот лодка есть. Поспешные выводы не надо, иллюзии тоже. Это зона риска. Шестерочка, это до 6-го дня, это суббота, да. В первой половине недели вам могут поступить предложения, которые покажутся сказочно
выгодными. Давайте я посмотрю той колодой. Есть такое. Ой, 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 вы куда? Да, может такое быть предложение, как будто сказочно выгодное. А тут обман. 7 мечей. Тоже как предложение. Нервы, слезы. И как будто возвращение. Тут прошлое, да? 2 жезлов это обычно как прошлое, но и в то же время как предложение, воспоминания, люди, которых ты знаешь. Да и здесь тоже. А что было бы, да, вот если бы... Реально, в первой половине... Вот хорошо эти карты выскочили, прям выпали именно эти. И слезы потом. В половине недели вам могут поступить, да, предложения, которые покажутся сказочно выгодными, такими интересными. Может быть, даже с каким-то очень близким человеком. Не верьте на слово, проверяйте. Проверяйте. Если это предложение по работе, то вспомните, что уже было. Может быть, какая-то подсказка из прошлого может быть. И вы измените свое решение. Но даже это не обязательно. Проверяйте по работе, да, проверяйте подписи, проверяйте документы, проверяйте, где человек был до того, как пришел с каким-то предложением. Да, если это невозможно, значит, просто смотрите ему в глаза и задайте ему пару вопросов. А потом уже что-то отвечайте. Как будто, знаете, вопрос на вопрос. Сделайте так. И вы не прогадаете. Потому что реально, как вот с самого начала вот пошло, да, что тут предупреждение, что кто-то хочет что-то вам нехорошее сделать. И именно по поводу финансов больше. Потому что здесь, да, здесь идет любовь, но здесь как третий лишний. Хоть и ангел выходит, но влюбленные карты еще и третьего лишнего. Когда кто-то подсказал, кто-то посоветовал, кто-то хочет познакомить, кто-то наоборот сказал: ой, нет, этот человек очень плохой, а он наоборот хороший. Понимаете, вот может у вас любовь намечается, а кто-то сказал: да ты что, этот человек, с которым ты хочешь встретиться, он вообще ужас, плохой, ну и там дальше, да. И вы не встречаетесь с человеком, который реально вам подходит, который реально хороший человек. Так что перепроверяйте, с какой стороны не подойдут к вам люди, с какими интересными такими предложениями или советами, да, перепроверяйте для себя, потому что потом будете плакать. Видите, кто-то хочет, вот как оберегаетесь вы от этого, кто-то хочет вам все-таки сделать вырванные годы. Ну да. Но они потом сами попадут в капкан, в ловушечку. Так что предупрежден, значит вооружен. Так, что еще? Что еще тут? Где еще быть аккуратным? Эх, десяточка мечей. Здесь больше как дорога, да, идет. Ну, будьте аккуратны с выпивкой. Вот. Также будьте аккуратны на дорогах. Конь идет, да, на дорогах. И здесь как не спотыкнись и не замочи ножки, как говорится. Да и здесь тоже. Да, будьте аккуратны на дорогах. Следите за своими, кстати, вещами. Тут тоже ножки. Да и тут холодной воды. Аккуратней по поводу холодной воды. Если вы закаляетесь, ну там уже вам решать, да. Но, может быть, холодного не пить, да.
Вот такое вот еще здесь. Будьте аккуратны, холодного не пейте. На дорогах будьте. Чувствуется здесь мне, что светофоры смотрите. И когда светофор зеленый, все равно смотрите по сторонам. Если вы на машине, если вы просто переходите, будьте аккуратны на дорогах на следующей неделе. Вот. Следите за своими вещами. Есть риск просто банальной рассеянности. Где-то что-то забыли, положили, забыли, вышли, и все, маршрутка ушла. Будете переживать. Да, следите за своими вещами. Но здесь больше как горло. Холодная вода. Аккуратнее. Как горло может заболеть. Все. Вроде бы все. Давайте посмотрим. Так, убираю эту колоду. Эти как их? Послание стихий. Так, девятка воды. Тоже как будто бы предупреждение. Вроде такое все. Слушайте, вы не зря нашли это видео. Столько всего можете обойти, чтобы реально получить свое счастливое. Хорошо, что вы здесь. Десятка воды — это как, то есть это девятка воды, это как девятка мечей, Таро. А девятка мечей — это очень много мыслей, которые, да, могут зазря тебя мучить, либо мыслей, которые дают радость, исполнение желаний и подарок. Слушайте, девятка воды — это ж кубки, это не мечи, это кубки. Но почему мне мечей пришло? Потому что, да, я же до этого еще говорила, чтобы вы немножечко взвешивали и свои мысли тоже. Вот для этого я тут и увидела то и то. А бывает так у меня, что карта одна, а я вижу ее энергию другой. А потом раз, и это включается. Значит, есть здесь то, что надо сравнить. Да, бывает на раскладах. Вы уж типа не ругайте меня, так надо, значит. Значит, реально надо сравнить. Здесь идет радость, исполнение желания, подарок. Да, это ваше. Все будет так, как лучше для вас. Да, это ваше. Но есть то, что я увидела по вот этим картам, и здесь даже как не знаю, как фантом карты, да, вот этой вот мечевой. Мысли, ваши мысли могут вас разбить. И вы не получите радость, и будет так, как лучше для вас. Мысли, расслабьтесь, успокойтесь. Хорошие мысли притянут желание. Хорошие уверенность, да, уверенность, это тоже через мысли. Она притянет и подарок, и радость, и то, что реально ваше. А ваше перемены в хорошее. Ну, как здесь. А знаете, главный фокус вот всего, что здесь произошло сейчас, это да, это итог недели. Эта неделя ваш трамплин в лето. Мечевая, как мне, вот как говорю, фантом такой, да, и все-таки воды кубки, кубковой. Это трамплин в лето. Это главный итог 7 дней, который вы сразу получили здесь, и вы начинаете свое продвижение. Здесь вы должны, вот я думаю, вы это сделали, уже и поняли, вы должны четко понять, что вы берете с собой будущее. В будущее, а не прошлое с балластом. Как это еще правильнее сказать? Ну, давайте так, попроще, что вы берете с собой, давайте, в будущее то, что действительно вам нужно, а какой-то балласт оставляете в прошлом. Но мне почему-то вот действительно захотелось сказать, берете с собой будущее в будущее, потому что то, что было, многое хочется перечеркнуть. Ну, а что хорошее у вас есть и было, то по-любому рядышком с вами и идет. И пусть тоже у них и у него будущего, да. У людей и у ситуации, давайте так скажу, тоже будет все хорошо, как вместе, да.
Еще по этой карте скажу. Фокусируйтесь на своих истинных желаниях, а не на том, чего от вас ждут другие. Видите? Вот не зря мне вот эта вот мечевая здесь привиделась. Потому что кое-кто от вас ждет, и очень давно уже, что-то плохое, чтобы вы плакали. Поэтому эти слезы, да, ну как слезы, капельки, вот капельки. Мне почему-то вот слезы я увидела. А на самом деле это капельки живительной влаги, потому что все-таки вода, кубки, да, живительная влага. Какие-то, может быть, святая вода. Кто-то хочет от вас что-то не то. Кто-то хочет что-то как сбить вас с толку, с панталыку, с дороги вашей. А вы фокусируетесь на своих истинных желаниях. И у вас все будет хорошо. Ух, расклад вот такой вот. Ну да, давайте читать гексаграмму. Так, если буду тут запинаться, не ругайте меня. Рисунки на этих буковках. Вот, могу вот так вот еще поставить, чтобы вы сделали скриншот и сами почитали. Да, вот такой вот. И читаю. Проникновение. За 10 лет упорная черепаха способна пройти больше, чем нетерпеливый заяц. Ну, неплохо так. Сейчас ситуация очень запутанна и непонятна. Вам трудно правильно оценить ее и выбрать линию поведения. А есть у вас такое? Сейчас ситуация очень запутанная и непонятная. Ну, в принципе, может быть, да, идет и так, и так, и так, и... Может быть, и в жизни у вас что-то вот как-то сложно, да? И хочется, естественно, хочется больше радости, хочется быть на высоте, хочется уже перепрыгнуть какой-то барьер и начать многое с нуля, но многое и с собой унести, то, что тебе дорого. Ну вот как раз вот еще и лодка готова. Как раз такое и происходит. Вот. Может, поведение действительно, что-то вот, как весь расклад говорил, да, следите за собой тоже. Вот. Однако сделать это очень важно. В зависимости от того, как вы себя поведете, вас могут ожидать и большие успехи, и большие потери. Потери, успехи, успехи, потери. Ну вот тоже успех, потеря, да, вот есть такое. Давайте еще раз прочитаем. Сейчас ситуация очень запутанная и непонятна. Вам трудно правильно оценить ее и выбрать линию поведения. Однако сделать это очень важно. В зависимости от того, как вы себя поведете, вас могут ожидать большие успехи и большие потери. Так что потери мы исключаем. Раз вы здесь, вы это слышите, все можно перечеркивать. Вы для себя многое что поняли. 100% каждый из вас. Свое вы поняли, и у вас будут успехи. Чтобы удача была на вашей стороне, не гонитесь сразу за многим. Это с самого начала было сказано. Лишь начав с малого, первое число, начинаем раскручивать, да, вы постепенно достигнете высот, хороших высот. Ну, тут написано через 5 месяцев, берем через 5 дней, так как это гексаграмма на неделю, да. Хотя она может участвовать и на год, но я взяла ее на неделю. Давайте так. Через 5 дней ситуация изменится к лучшему. Не упустите свой шанс, и вас ждет неожиданный успех. Не упустите свой шанс. Тоже какой-то вот где-то боишься. Ай, давай рискну, да, вот как в начале карты говорили. Ну, как-то так. Либо нет, не хочу, все, значит, закрываем, раз так чувствуете. И вас ждет неожиданный успех. Не делайте резких и необдуманных шагов. Но все, что тут тоже. Будьте экономнее. И тут тоже. В тратах. Гексаграмма благоприятствует тем, кто действует упорно, но разумно и осторожно. Слушайте, гексаграммы из всей колоды, они разные. Они здесь разные. Полностью совпадает с тем, что сказали эти карты, ну, через поток. Либо поток через эти карты. Так что вот так вот. Давайте еще я достану одну карту из классической
колоды. И скажу волшебные слова поддержки на неделю с 1 по 7. Если надо, вам повторять. Угу. Достаю карту. Оп! 9 кубков. Прекрасная карта напоследок, как говорится, да? И волшебные слова. Вот говорите реально. Я четко вижу свой путь. Я легко отпускаю отжившее и с уверенностью принимаю силу и изобилие этого лета. До 9 месяца. Ну, все лето. 9-й аркан до сентября, даже с начала нуля этой недели, лето только начинается, да, вы уже этими словами просто волшебными призываете, притягиваете, просто закрепляете в себе вот эту удачу. Будете кушать вкусненькое что-то. Давайте еще раз повторю, да. А вы можете записать, можете в комментариях записать, можете просто проговорить. Я четко вижу свой путь. Я легко отпускаю отжившее и с уверенностью принимаю силу и изобилие этого лета. А 9 еще вдобавок, это же себялюбие. Люби себя, и к тебе многое притянется. Прекрасный расклад. Пусть он будет вам на руку, да, или в руки. Пусть будет все хорошо. Все, всего хорошего. Даже свечка потухла, значит, до следующего расклада. Увидимся, услышимся. Слушайте, значит, если свечка потухла, хотя там еще вот есть многое, значит, она взяла в себя что-то действительно плохое и уходящее, что не нужно уже вам тянуть в новое. И она потухла, как будто на ее огне сгорело что-то плохое. И еще раз скажу, да будет так. Все. Следующий расклад будет в понедельник. Вот, если смотрите в течение недели, тоже приходите на канал, подписывайтесь. Видео будут разные. Будем смотреть, что энергия хочет вам сказать, передать, закрепить что-то, укрепить, собрать вас по пазлику, да, когда кто-то тебя растрачивает, а ты должен собраться, чтобы радоваться своей жизни, да. Вот, так что приходите. Я только на Ютубе, не забывайте, кто досмотрел до конца. Это ваша сила, 100%. Потому что на других платформах, Дзен, там, Рутуб, Яндекс, Фейсбук, Телеграм, меня нет. И там мое видео воруют, вашу энергию воруют. Не надо вам, чтобы это было. Только на Ютубе. Мой канал Ананки Тарот и еще один Анна Тарот. Все. Теперь все. Счастливо вам. Встретимся.